Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что случится вопреки всему в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вы такой человек, который, в общем-то, вы в своем большинстве случаев вы верите в судьбу. Вот вы считаете, как предрешено, так и будет. Вы полагаетесь вот именно на фортуну. Человек, вы, который живете чувствами, эмоциями, вы близко к сердцу все берете. Вы такой человек, который не будете вот распыляться и просто так клясться, не будете просто так в любви признаваться. Вы вот если что-то делаете, то делаете это от души, от чистого сердца. В личной жизни я сейчас не вижу у вас такой женщины, которая смогла бы покорить ваше сердце, да? Вот как-то вы ставите то ли барьер между собой и женщинами, да, по той или иной причине. У каждого это будет своя причина, потому что это общий расклад. Вы как будто вот психологически, что ли, такой невидимый барьер ставите. У кого-то это страхи могут быть, у кого-то это нежелание, даже вот нежелание вступать пока в новые отношения, пока ваши эмоции не улеглись. Потому что я вижу, что у вас, есть некоторые такие эмоциональные переживания, связанные с личной жизнью. Это может проигрываться в связи с прежним разводом, разрывом, причем разрыв довольно скандальный такой был. Поэтому вам хочется какой-то период, пожить для себя, да? Побыть в какой-то вот гармонии с собой, разобраться в себе, со своими мыслями, со своими желаниями разобраться. Но я вам скажу, что вы изменились. Вот после того, что случилось в вашей жизни, вот вы изменились, вы стали немного другим. Даже ваши друзья-приятели, вот окружающие, они тоже, может быть, даже это заметили. Смотрите, вы такой человек, который... Вот вы просто помчитесь на выручку, если вас даже попросят, не попросят. Вот вы даже сами первые можете предложить свою помощь. Я бы назвала это такой, человечный вы довольно. Вот человечный. По деньгам, я бы сказала, довольно такой, средний заработок. Я не могу сказать, что у вас есть какие-то финансовые прям проблемы, либо же там миллионы. Нет. У вас такой средний заработок, которого вам довольно хватает. Не могу также сказать, что у вас есть какие-то особые такие переживания по поводу вот бывшей, в том плане, что, я думаю, вы ее скорее отпустили. Вот я не вижу тех энергий, которые говорили бы о том, что вы хотите вернуть ее. Вот вы скорее поставили крест уже на этой истории, и вы смотрите с надеждой в будущее, но полагаетесь все-таки на судьбу. Особых таких действий, каких-то по поиску новой женщины я пока не вижу. Так. Кардинальные перемены, да, вот, которые произошли в вашей жизни, конечно, они на какой-то период выбили вас из колеи. Было довольно плохо. Кто-то сейчас переживает этот период, у кого-то он еще недавно был. То есть, знаете, вот может проигрываться такое даже подвешенное какое-то состояние, когда сам не знаешь, чего хочешь, когда ты не знаешь, как жить дальше, да, допустим, вот без любимой женщины, без того жизненного уклада, без того даже режима, в котором ты раньше жил. То есть вот такие вот качели эмоциональные присутствуют. Смотрите, вы еще такой человек, в принципе, вы живчик. Я не могу сказать, что вы там пессимист такой. Единственное, что вот период, да, который вот эти сложности, они вас подкосили. Но вообще по своей природе вы такой живчик, вы довольно активный такой. Вы любите какие-то и посиделки, да, вот раньше, особенно раньше. Вы любили, да, допустим, семьями вы дружили, в каких-то компаниях с друзьями. Сейчас я этого не вижу, сейчас вам особо этого как-то и не хочется. Нет прям такого настроения на посиделки.
То есть хочется поразмыслить, хочется сделать какую-то вот работу над ошибками, хочется, ну, даже в чем-то пожить для себя. Давайте посмотрим теперь, какие же события случатся, да, в вашей жизни, вопреки всему, чему бывать в вашей жизни. Что же еще произойдет? Вот вы знаете, вот вы как были переживательный такой, вы такими будете. Вот настолько вы, хоть вы и мужчина, да, но вы настолько вот ранимый человек, да, вы этого не показываете. Об этом либо же вообще никто не знает, либо знает очень ограниченный круг близких, там, я не знаю, родственники, либо же самые такие близкие друзья. Вы все держите в себе. Вот смотрите, вы также себя и будете вести. В вашей жизни будут появляться и новые женщины, новые знакомства. Но поначалу вот вы будете как-то, знаете, знакомиться, как будто вот тренировочные такие знакомства. Вот получится, не получится, да, потому что придет момент в вашей жизни, когда, ну, как-то вы вот заскучаете в одиночестве. Это сейчас вы еще, может быть, там кайфуете как-то, но придет момент, когда захочется все-таки устраивать личную жизнь, и вы будете, ну, такие вот реально тренировочные знакомства. На авось получится, не получится. Но опять же, это будут такие знакомства больше с недоверием. Это будут знакомства, знаете, вот чтобы самоутвердиться. Вот, наверное, вот так правильно будет. Для самоутверждения, что вы еще ого-го на высоте, что вы еще навыки не потеряли, что вы еще нравитесь женщинам. Поэтому вы будете очень так осторожно налаживать вот эти новые контакты с женщинами. Кто-то в интернете, кто-то будет в жизни, в реальности. Но это будет, знаете, вот не так драйвово, как того бы хотелось. Это не будет какая-то любовь с первого взгляда. Нет, вот сейчас, ну, вернее, в будущем, да, в ближайшем, вот вы будете очень осторожно пытаться налаживать свою жизнь. Потому что осадок у вас еще остался. Я не могу сказать, что вы вот полностью душу и сердце открыли для новых отношений. Осадок еще очень хороший у вас остался, именно негативный. В вашу жизнь я коротко скажу, ребят, потому что это немного о другом расклад, да, мы поговорим вообще о событиях, вот, которые ворвутся в вашу жизнь. В вашу жизнь придет новая любовь, но опять же, это будет очень осторожно, очень продуманно, да, вот. Это будет шаг за шагом, вот сближение с женщиной, да. Я не могу сказать, что это будет прям вот первое знакомство и сразу первая безумная любовь. Нет. Кто-то будет вас поначалу даже, возможно, раздражать из женщин, кто-то будет чем-то напрягать, причем это будет касаться как внешности, так и каких-то, ну, жизненных, вот, личностных качеств. Кто-то вам понравится, допустим, внешне, а по характеру не очень. Ну, то есть, опять же, вот такой своего рода кастинг. Я не очень люблю это слово вот в применении именно к женщинам, тем более. Но, тем не менее, вот после осадка вашего, ну, по-другому вам будет тяжело. Есть недоверие, есть какие-то опасения, да? Поэтому, смотрите, в вашу жизнь обязательно придет новая любовь. У нас туз кубка выпал. То есть это гармонично, это взаимная любовь, это люди, которые на одной волне. И эта женщина реально будет любимой. У нас дама кубков выпала. Это будет ваша новая любимая женщина, которую вот вы так долго ждали, которую вы так, ну, выстрадали, что ли, да, вот вы так долго к ней шли, вы так долго будете перебирать, пока вы до нее дойдете. Да, я не говорю, что это там безумно долго, годами или что. Ну, то есть будут такие мелкие знакомства, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Пока вот вы не прощупаете все, пока вот вы не переберете и не найдете эту женщину, которая будет у вас по сердцу. Теперь смотрите еще такой момент. У кого есть какие-то финансовые проблемы, да, у вас
намечается, либо же это может еще быть повышение зарплаты, это может быть выплата каких-то долгов, премии, там, я не знаю, отпускные. Ну, то есть улучшение финансового положения у вас идет. Теперь еще смотрите, что еще. У вас падает дорога. Дорога довольно неплохая. Может быть даже проигрываться, что запланированная дорога, да, может быть вот сейчас начинается период отпусков скоро, денежек пойдет довольно много, причем вот в этой дороге, когда вот вы поедете, да, там в отпуск, может быть кто-то там, я не знаю, в компании друзей поедет на природу, на выходные, куда угодно, довольно такая позитивная дорога, очень неплохая. Причем там вы можете тоже зароманить, есть такой шанс. Поэтому, если будет желание, ну вы с большим удовольствием туда помчите. Это может быть даже какая-то дорога, связана с работой, но вот почему-то, когда вот вы узнаете о ней, вы очень сильно обрадуетесь. Вот вы реально обрадуетесь, потому что это будет именно такая дорога, о которой вы давно мечтали, что ли. Это будет какая-то вот смена вашего положения, смена вообще обстановки вашей. И вы еще и поэтому обрадуетесь, потому что вот эта рутина рабочая, она уже вас немного поднапрягла, она уже затянула вас. Плюс еще могут объявиться у вас какие-то ваши то ли старые друзья-приятели, которых вы давно не видели. Это будет тоже какое-то такое, знаете, ну, неожиданное появление. Может быть, знаете, идете по улице и столкнулись. Давно не виделись, там много лет, допустим, да. Либо же по СМС, кто-то в соцсетях, может быть, либо по телефону позвонит. Вот из старых знакомых тоже очень сильно вы будете обрадованы. Это такое будет, знаете, теплое напоминание из прошлого. Это будут встречи какие-то из прошлого. Это будут известия, связанные с людьми из вашего прошлого. Конечно же, хорошее известие. Так, что еще вас ожидает? Также еще смотрите, будьте осторожны, потому что у некоторых может проигрываться какая-то травма. Вот особенно кто, может быть, по работе там связан какими-то, я не знаю, там острые предметы, там ножи, может быть, инструменты какие-то. Будьте осторожны, потому что может быть травма. И, ну, тогда придется как бы брать больничный, постельный режим может тогда быть. Вот здесь вот нужно быть осторожным. Теперь, смотрите, вот ближайший период, если вот сейчас еще как-то вот у вас сомнения, но еще немного времени пройдет, и у вас, вот я смотрю по карте, абсолютно меняется ваша позиция. Вот вы как-то, знаете, как будто оживаете. Это, конечно, будет не по щелчку, это будет не за одну секунду, да, что сегодня мне плохо, завтра я встал, вдруг резко хорошо. Но, тем не менее, вот ваша жизнь поворачивается вот к белой полосе лицом. Черная полоса вашей жизни, она останется позади. Здесь будет и настроение получше, здесь и больше веселья будет. Знаете, состояние, когда глаз горит, потому что вот начнете знакомиться, начнутся вот эти все девочки, мальчики, тусовки. Ну, тусовки это я утрирую, конечно. Ну, то есть вы понимаете, да, что начнутся какие-то общения, где-то, может быть, на день рождения пойдете, с кем-то на вылазку, там, на природу, на шашлыки и так далее. Поэтому вот это ваше такое состояние, которое может проигрываться одиночество, кто сейчас пребывает, одиночество, ненужности, оно у вас уйдет. Потому что, во-первых, и любовь ворвется в вашу жизнь, плюс еще по деньгам довольно неплохо будет. Ну и, конечно же, вот эта вот романтическая поездка, хотя она планировалась даже, может быть, и не романтической, но так уж получится, что романтик там тоже случится.
Поэтому смотрите, будьте бдительны, не пропустите свой такой, может быть, маленький роман, если кто захочет из вас зароманить, потому что я знаю, большинство из вас, конечно, на серьезные отношения настроены, это здорово, конечно. Но, опять же, не исключено, если вы захотите, то такая возможность у вас будет и зароманить. В принципе, вот знаете, еще немножечко, и вот у вас абсолютно даже ощущение поменяется вот в лучшую сторону. Ощущение, знаете, вот когда у тебя начинают вырастать крылья, когда ты ставишь цель и четко идешь к своей цели. Сейчас у вас еще особо нет такого настроения. Но вот еще немного пройдет времени, и вы увидите, как даже вот самочувствие как-то ваше поменяется. Какой-то вот настрой на позитив, что ли, появится. Если сейчас могут проигрываться, допустим, у вас там негативные нотки, негативные мысли, вот я никому не нужен, ничего не получится, то еще немного пройдет времени, и вы поймете, насколько вы ошибались, да, насколько вот вы зря сложили лапки, настолько вот жизнь прекрасна и жизнь продолжается. И неважно, с вами ваша любимая женщина, либо нет. Если бы она была любимая, да, по-настоящему, вот любимая и любящая, я имею в виду, она бы с вами осталась, да, вот если бы она любила вас. А нужна ли женщина, которая начала ходить направо-налево, как у вас это случилось? Ну, я думаю, это не стоит абсолютно ни ваших, ни слез, ни страданий, ни переживаний тем более. И вы это очень скоро поймете. Я не говорю по щелчку, но вы это поймете, и реально вот у вас вообще как-то мировоззрение, мироощущение поменяется. И тогда в вашу жизнь начнут приходить вот эти позитивные события. Вот когда мы лицом повернуты к хорошим событиям, когда мы настроены на позитив, ну, Вселенная нам просто посылает и нужных людей, и нужные события, нужные возможности. Поэтому, ребята, выше нос. У вас потрясающее будущее, и любовь, и финансы, даже романтическая поездка может быть, и появление каких-то друзей-приятелей, старых знакомых, которые напомнят вам о вашем прошлом, ну такие теплые напоминания, ностальгия какая-то о прошлом. Это все будет. Главное не вешать нос и настрой на позитив. И все будет хорошо, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!